Всех приветствую. Как всегда записываем обновление обзора прогнозов криптовалют. Во-первых, всех поздравляю с фиксацией прибыли на выходных у нас, а именно в воскресенье прошел отличный импульс вниз, посрубал все стопы, у меня в том числе. Вечного роста не бывает. Слабость была видна изначально на протяжении всей прошлой недели. Твердил о достижении данной зоны, где лонги точно не стоит открывать. Возможно, было продолжение выше, поэтому я лонг не закрывал, а подпирался стопами, и поэтому мне по многим монетам выбило стопы в плюс. Часть профита, естественно, лучше вывести, но это уже каждый решает сам, что с ним делать. Что у нас сейчас по биткоину? Всегда нужно торговать не ожидания, а то, что показывает график. Исходя из реалий, которые мы видим, получается, что мы не дошли до уточненных расчетных зон и развернулись из общей, ранее, уже, наверное, несколько недель назад поставленной зоны, откуда ожидается разворот. Была ли это четвертая какая-то волна, еще нас ждет пятая волна, меня это не особо волнует. Я это лонговать пока не хочу, потому что вижу новые реалии, которые видно на графике. Что это такое, что это я имею в виду? Показываю, что я сейчас буду делать. Вот эти все рисунки меня уже особо не интересуют. Оставлю общий график, но на него внимание особо обращать, конечно, не буду. Смысл у меня сейчас в поиске новой точки входа. Мы получили импульс вниз. Естественно, это у нас коррекция, но стопы повышибало. Пока мы не знаем, какая будет у нас коррекция по структуре, и можно предположить, что это будет пока простейшая АБЦшка. Волна А у нас является импульсной волной. Здесь у нас прошел импульс, и вполне вероятно, он даже еще не завершен. На более мелких таймфреймах я его размечать не буду, но здесь просматривается 1, 2, 3, сейчас в отскоке четверки, и возможно еще раз мы свалимся в пятерку в рамках волны А. Это не 100%, это всего лишь вероятность, которую я вижу на графике. Возможно, волна закончится и здесь. А возможно, вообще мы сейчас улетим на $1000 по биткоину. Никуда мы отсюда не полетим вниз. Настолько глубоко. Поэтому лонговать я здесь не буду. Ждем отскок. Все по старой схеме. Ничего не меняется. Все было предсказуемо. Разворот, коррекционное движение вниз был предсказуем. Сейчас ждем признаки жизни, так сказать, которые позволят нам пойти наверх. Пока их нет. Это больше похоже на отскок. Но если в ближайшее время мы продолжим расти, сформируем какой-то пятиволновой импульс, это будет похоже на заходной импульс, например, тогда вполне вероятно, почему бы и нет, на откате. Я, может быть, даже возьму со стопом за основание. Ну, как вы всегда это от меня слышите, это логичные действия. Что касается расчетных зон, если волна А завершилась здесь, то расчетная зона волны Б у нас вот здесь. Мы ее почти цепанули, вполне вероятно, выше-то не пойдем, может быть, здесь попилим и пойдем вниз. Если же это была волна 4, а это была волна 1, то, естественно, тройка у нас прошла, и расчетная зона волны 4 у нас вот здесь, мы ее достигли. В любом случае, мне это не интересует, я крипту не шарчу, торгую на споте, и приоритет движения для меня сейчас это вниз. Смысла размечать здесь нижнюю какую-то расчетную зону нет, потому что здесь пока нет разворота, да и может она не добить до этой предполагаемой зоны. Прогноз по биткоину такой, даже не прогноз, а какие я планирую действия. Давайте посмотрим еще несколько монет, по ним почти по всем у нас поход вниз. По биткоину, если мы дали очень сильный прострел вниз, то по эфириуму, в принципе, даже у нас и структура сохранена. Здесь мы как раз были в этой зоне, здесь тоже всех предупреждал, что пойдем вниз. Вот здесь даже зону достигли. Все у нас по плану, так сказать. Вот она, расчетная зона. Опять-таки, вполне вероятно, что коррекция еще здесь продолжится. Заходного импульса нет. Вот эту всю ерунду можно убрать. Давайте предположим, что все-таки у нас ожидает еще один импульс вверх. Если мы здесь основание не пробьем, так как мы не пробили, у нас структура сохранена, оставим, менять не будем. И если у нас движение дальше продлится по такому же сценарию, то вот она, расчетная зона, куда ожидается поход наверх по эфириуму. Не факт, что мы развернулись отсюда.
Возможно, здесь вот такие варианты. Опять-таки 1, 2, 3, 4, 5, потом ABC, потом еще 5 волн вниз, где-то так, ну, без пробития вот основания, вернее пика волны 1. И потом только может быть наверх. Может быть и треугольник какой-нибудь и наверх. А может быть пятая волна завершилась здесь. Здесь была тройка, четверка, пятая волна завершилась здесь. И это заходной импульс вниз, и мы пойдем вообще дно пробивать. Все возможно, поэтому нужно получать подтверждение и страховаться стопами. В данном случае лонговой точки для себя я не вижу, поэтому продолжаю наблюдать и остаюсь вне рынка. Но приоритетное движение нарисовал. Посмотрим Ripple. По Ripple. Кто там хотел закупаться, почему бы и не закупиться. Здесь еще просматривается пятая волна как минимум наверх. У меня стопы повышибало, и я зафиксировал свою прибыль, начиная вот отсюда. Сколько у нас здесь получилось? Там неплохо у меня вышло. Где у меня зафиксировалось? Ну, где-то вот здесь, 200% неплохо. Всем бы такую прибыль. Сейчас что у нас здесь видно на графике? Пробили уровень, тестируем его снизу, и велика вероятность, что мы пойдем еще ниже. Вполне возможно. Здесь также разворота нет. Так, зона-то у нас все правильно. Это у нас оптимальная расчетная зона, где может развернуться Ripple, но этого разворота пока нет. Не стоит покупать на ожиданиях, стоит торговать движение графика, а не свои какие-то мысли и ожидания от графика. Иначе это просто казино. По Ripple я пока не вхожу, буду ждать нормального разворота. Но приоритет движения по-прежнему вот такой. Если ниже мы не пойдем и четвертая волна закончилась на этом уровне, то расчетная зона пятерки у нас вот здесь. Вполне $2-2,5 можно ожидать, если мы развернемся и пойдем выше. Давайте посмотрим Dash, в комментариях просили. Так, здесь у нас что? Здесь у нас также структура не сломана. Тройку мы пошли растягивать. Возможно, это была четверка. Вот эти зоны были у нас вот эти предварительно рассчитаны. Если вы смотрели прошлые видосы. Не люблю их так предварительно рассчитывать, потому что они должны строиться постепенно, друг за другом, а не сразу все. Так, что касается, что у нас происходит сейчас на графике. Если это была тройка, а это четверка, пик мы не пробили, все нормально, вполне возможно четверка у нас завершилась здесь, но так как здесь был импульс, опять-таки не стоит входить на ожиданиях, нужно дождаться разворота, его здесь пока нет. Что касается расчетной зоны волны 5, то она находится здесь, то есть не особо даже можем перебить предыдущий пик, если все-таки здесь четверка завершится. Но опять-таки разворота нет, вполне вероятно, можем сломать и пойти ниже. На ожиданиях не беру. Приоритет структуры нарисовал, точки входа у меня нет здесь. Так, Litecoin посмотрю, тоже в комментариях просили. Так, вот этот спуск я, конечно, уже рисовал, если помните, и отсюда, потому что слабость была налицо видна. Все-таки мы дали прострел вниз. Ну, по многим монетам была слабость движения. Так, что у нас здесь? Тройку мы посетили. Кто хотел здесь закрываться, закрылся. Мы получили дальнейшее растяжение волны. Это все нормально. После чего вместе с биткоином полетели вниз. Пробили здесь волну 1, но тела закрылись повыше. Такое бывает. Вполне возможно, что ниже не пойдем. Тенью иногда выносят стопы. Возможно, здесь будет треугольник, возможно, ниже пойдем, но пока структура сохранена. И все, что здесь можно обновить. У меня лайткоина не было, поэтому мне здесь ничего не снесло, потому что и не было. Расчетная зона пятой волны, если пойдет наверх, то вот она. Но опять-таки, коррекция не завершена, коррекция продолжается, на ожиданиях я бы не брал. Такой прогноз по лайткоину. Так, что мы еще посмотрим, что я отмечал. Дент просили, ну по денту. Что у нас здесь с прошлого прогноза ничего толком и не изменилось. 3 волны наверх получили, но это у нас не импульс, это коррекция, здесь покупать не стоило. Поэтому продолжаем снижение вниз. Все нормально, здесь даже вот пробили расчетную зону, но закрепились в ней.
Также отсюда можно искать какие-то разворотные сигналы, но их пока нет. Можем и ниже пойти. Но здесь есть дивер на лонг, поэтому Дент неплохая монета, за которой стоит последить. Я возьму себе ее в свой watch-лист, буду смотреть, может быть даже и сам прикуплю. Но пока нет. Опять-таки, точки входа здесь нет. Приоритет структуры, вот он. Ничего не изменилось с прошлого прогноза. Так, посмотрим линк. Что у нас здесь по линку? Мы же его смотрели вроде? Нет? Разве? Похоже, не смотрели. А, смотрели. Либо я давно уже смотрел. Ну-ка посмотрим, что у нас там. Где я смотрел его давным-давно. Что у нас здесь было? Да, раз, два, три волны. Дошли до третьей волны, скорректировались и пошли в пятую. Тот, кто воспользовался, заработал. Тот, кто не воспользовался, наверное, заработал на другом. Я за этой монетой не следил. Но прогноз отыграл неплохо. Можно было вот какие проценты брать, если также трейлить его просто. Что у нас сейчас? Хотя это был 2 апреля 2020 года. У меня еще, по-моему, канала даже не было. Это точно не для канала был прогноз. Это, наверное, я себе чертил. Может, я его и торговал, не помню уже. В апреле 2020 год назад был. Давайте посмотрим, что по нему сейчас происходит. По нему сейчас снижение объемов, движение вверх. Здесь что у нас? Также здесь уже дивер. Движение ослабевает. На дневках также индикатор у нас не пытается даже перебить. А нет, в конце вот движение перебил. И пока у нас хорошо идет наверх. Давайте 4 часа посмотрим, что у нас происходило здесь по линку. Ну, по аналогии с другими монетами. Дали импульс вниз. Откупились. Хоть здесь и можно как-то приплести какой-то заходной импульс, но я бы здесь не брал, потому что это просто хаи. Если биткоин пойдет ниже, то и линк потащит за собой. Думаю, если у вас был линк, то у вас здесь какие-нибудь стопы, наверное, уже собрал он. Получили вы свой профит, либо закрылись. Нет, лонги здесь я точно бы не рассматривал. Это прям уж дикие хаи. Плюс здесь круглая цифра 40. То есть пробили, ушли вниз. Если биткоин полетит вниз, и линк этот тоже полетит вниз. Линк я бы не рассматривал на лонги. Смотрим дальше. One Harmony. Неплохо здесь стоит. Так, здесь у нас что происходит? Месяц посмотрим. По месяцу дикий памп. Дневка. Ну и здесь все по аналогии с другими монетами. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3, 4, 5. На первый взгляд движение имеет данную структуру, если не углубляться на более мелкие таймфреймы. Ну, давайте 4 часа еще все-таки глянем. Сейчас находимся в 4-й волне, у которой зона коррекции. Вот здесь. Мы сюда пришли. Давайте посмотрим, что здесь происходило. Пришли в зону. Но вот здесь бы очень похоже было на заходной импульс, и объемы были, и все хорошо. Возможно, здесь бы я даже входил, но получил стоп, как вы видите. Что сейчас? Этой монеты у меня не было. Я просто говорю, если бы я входил, например. Сейчас новой точки входа я не вижу. Мы продолжаем находиться в зоне, расчетной зоне коррекции. Структура не сломана. Она может продолжаться и прям вот до пиков. Поэтому стоит наблюдать при развороте. На откате можно брать со стопом за основание, как обычно. Давайте для интереса просто. Если мы завершили коррекцию в 4-й волне, предположим, опять-таки, здесь нет никаких подтверждающих факторов, что мы ее завершили пока, то расчетная зона находится вот здесь. Вполне можем сюда сходить, потом в 4-ку, в 5-ку. Пока то, что показывает график, можно интерпретировать данным образом. Наугад входить не буду, и поэтому по всему рынку, где меня выбило, жду новую точку входа, где не выбило, продолжаю трейлить свои профитные позиции. Давайте еще посмотрим. Я в открытую говорил, что у меня есть Чилис куплен. Вот здесь вот. Давайте Чилис еще все-таки расскажу, что у меня здесь произошло. Было два варианта. Что дойдем до данной зоны и пойдем дальше вниз. И учитывая это, я подпираться начал стопами.
В итоге был у меня здесь, стоп здесь, и в итоге где-то меня вынесло, знаете где? По-моему, где-то вот здесь. Точно не скажу, надо смотреть. Но в итоге стоп у меня вынесло. Входил я здесь, вынесло здесь. Профит 25%, 26%. Неплохо, можно было больше, но можно было бы и 80, но я же не Ванга. Для меня главное деньги с рынка забирать, а не входить на минимумах и выходить на максимумах. Да это и невозможно. Если вы стремитесь к такому, то у меня для вас плохие новости. У вас это не получится. На долгосроке, на продолжительной дистанции. Пару раз, может, повезет, но основывать свою стратегию на входах на минимумах и выходе на максимумах так точно не выйдет. Поэтому профит забрал. Пойдем ли мы вниз? Стоит понаблюдать. Здесь есть еще вероятность пойти наверх, так как лой мы не пробили. Но давайте отметим здесь. Если все-таки это была волна X, и мы пойдем в коррекцию в волну Y, без усложнений каких-либо, просто из того, что сейчас видно на графике, то вот она зона, куда должна сходить волна Y. Примерно как раз таки лои совпадают. Данное движение все еще актуально. Поэтому вот такая ситуация у меня сейчас с Чилизом. Плюс 25% по нему. Покажет какой-то хороший заходной вверх, объемы, другие факторы. Я рассмотрю его на вход. Пока также вне позиции и наблюдаем. Сейчас у нас по рынку началась коррекция. Закончится ли она через час или через полгода, гадать бессмысленно. Нужно торговать то, что показывает график. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение, куда продлится коррекция, закончилась ли она. Удачной торговли и счастливо!